Приветствую вас на своем канале. С вами Наталья. Сегодня готовлю старинную повидлянку. Необычный пирог без муки, который можно делать из любого повидла, которое есть у вас в запасах. Я приготовила ее с домашним яблочным повидлом из ароматных яблок. Но такой рецепт можно повторить со сливовым, абрикосовым или другим повидлом и каждый раз получить новый вкус. Приступим. Сначала отделяем белки от желтков. Белки убираем в холодильник. Желтки растираем с 2 ложками сахара до более светлой массы. Для сегодняшней повидлянки я использую домашнее яблочное повидло из ароматных яблок сорта малиновка. Яблоки я предварительно измельчила и запекла в духовке до средней густоты. Как приготовить домашнее яблочное повидло, смотрите в видео. Ссылка появится в правом верхнем углу. Добавляем яблочное повидло к желткам и хорошо перемешиваем. Добавляем манную крупу. Она здесь заменяет муку и после выпечки помогает десерту держать форму. Далее добавляем чайную ложку разрыхлителя. Все хорошо перемешиваем и оставляем массу постоять 10-15 минут, чтобы манка начала впитывать влагу. К охлажденным белкам добавляем щепотку соли и взбиваем до устойчивой пены около 5-7 минут. Далее аккуратно вмешиваем белки в основную массу. Лучше делать это в несколько приемов. Все аккуратно перемешиваем. В результате получается очень пышная масса, по вкусу напоминает детское яблочное пюре «Неженка». Разъемную форму я подготовила так. Дно застелила пергаментом, бока смазала сливочным маслом и присыпала мукой. Выкладываем тесто и отправляем в духовку. Я выпекала повидлянку в своей газовой духовке с нижним подогревом на среднем уровне при температуре 190 градусов около 50 минут. Готовность легко определить. Пирог хорошо поднимается, становится румяным, а его края начинают немного отходить от формы. За 15 минут до окончания выпечки я добавила сверху миндальные лепестки и немного тростникового сахара. На готовой повидлянке сахар красиво блестит, особенно на солнце, и дает приятную легкую корочку. В оригинальном рецепте повидлянка посыпается толчеными орехами и сахаром. После выпечки повидлянка быстро стабилизируется, уже через час ее можно аккуратно нарезать. Получается очень мягкая домашняя выпечка с нежной структурой, насыщенным вкусом повидла и легким ореховым ароматом. А самое интересное, этот рецепт не привязан только к яблокам, любое домашнее повидло может превратиться в новый вариант этого старинного десерта. Всю информацию о рецепте вы найдете, как всегда, в инфобоксе под видео. Спасибо, что были сегодня со мной. Если вам нравятся домашние рецепты с историей и интересные идеи из старых кулинарных книг, подписывайтесь на мой канал «Рецепты из блокнота Натальи». А я буду дальше готовить, проверять и возвращать к жизни необычные домашние рецепты. До новых вкусных встреч!